Появившись перед мастером Ань Юном, Ло Фэн сумел спасти мастера огненного камня вместе с мастером тараканьей тюрьмы. После этого они покинули опасную область водного домена сектора покосившегося пика и ненадолго остановились во внешней зоне, чтобы восстановиться и обсудить произошедшее. Тем временем мастер Ань Юн был в ярости. Он быстро понял, что черноволосый человек в серебряной броне — это новый мастер вселенной человечества. Более того, Ло Фэн владел чашей огненного песка и особым сокровищем, способным подавлять пространство и время, из-за чего Ань Юн не смог быстро разобраться с противниками. Вернувшись в одну из миниатюрных вселенных клана Божественного Ока, он сообщил о случившемся седьмому истинному мастеру. Вскоре клан получил информацию о Ло Фэне. Новый мастер вселенной, уровень силы примерно 2-й ступени, но с крайне ценными сокровищами. Также впервые подробно раскрывается система уровней мастеров вселенной. Всего существовало 6 ступеней силы. Ло Фэн пока считался лишь обычным мастером вселенной, тогда как сам мастер Ань Юн находился уже на 4-м уровне и обладал невероятно мощным божественным телом и несколькими высшими техниками. Несмотря на это, он начал воспринимать Ло Фэна серьезнее, понимая, что однажды сможет попытаться забрать его сокровища. После спасения мастер Огненный Камень полностью изменил отношение к Ло Фэну. Хотя раньше он постоянно сомневался в его силе, теперь открыто признал, что обязан ему жизнью. Он даже пообещал прийти на помощь в любой момент, если Ло Фэну это понадобится. Во время разговора Огненный Камень признал и собственные ошибки. Слишком долго полагался только на грубую силу и почти не уделял внимания защитным техникам. Сам же Ло Фэн после этой битвы окончательно понял свою главную слабость. Его сокровища были невероятно сильны, однако собственные техники все еще уступали опытным мастерам океана Вселенной. Поэтому он продолжил путешествие по сектору покосившегося пика, постепенно оттачивая свои способности. За следующие годы имя Ло Фэна начало распространяться среди существ 3 эпох Вселенной, и все больше великих существ стали понимать: новый лидер Орды Млечного Пути далеко не так прост, как казалось в начале. Прошло уже 16 лет с тех пор, как Ло Фэн вошел в океан Вселенной и начал исследовать сектор покосившегося пика. Все это время он путешествовал по опасному водному домену, скрывавшему бесчисленные тайны и смертельные угрозы. Хотя за все годы он так и не нашел настоящих сокровищ, эти путешествия не были напрасны. Ло Фэн пережил более сотни сражений с мастерами Вселенной из 1-й и 2-й эпох, благодаря чему его сила и опыт значительно выросли. В океане Вселенной все отличалось от первичной Вселенной. Здесь великие существа постоянно нападали друг на друга ради силы и выживания. Особенно жестокими были древние мастера 1-й эпохи, давно привыкшие к бесконечным битвам. Именно эти столкновения помогли Ло Фэну лучше понять путь бога-зверя, изучить новые стили боя и значительно ускорить свое развитие. Но даже став сильнее, Ло Фэн понимал, что все еще уступает настоящим экспертам океана Вселенной. Он пока не создал собственную высшую технику и по-прежнему уступал таким мастерам, как Огненный Камень или Ань Юн. Поэтому он продолжал осторожно исследовать водный домен, постепенно закаляя себя в боях. Тем временем мастер Ань Юн все еще помнил, как Ло Фэн помешал ему убить мастера Огненного Камня. Во время разговора с другим членом клана Божественного Ока он признал, что внутренний домен сектора слишком опасен даже для него, поэтому безопаснее продолжать поиски сокровищ во внешнем водном домене. Спустя еще 2 года другой мастер клана Божественного Ока, имперский мастер, во время исследования обнаружил странную пещеру глубоко под водой. Внутри он почувствовал слабые энергетические волны и понял, что, возможно, наткнулся на огромное сокровище. Продвигаясь все дальше, он проходил через загадочные слои светящихся экранов, все сильнее убеждаясь, что впереди скрывается нечто невероятное. Однако в момент, когда имперский мастер пересек 9-й слой света, произошло нечто ужасающее. Он был уничтожен за долю секунды, даже не успев передать информацию своему клану.
Для клана Божественного Ока это стало настоящим шоком. Высшие мастера сразу поняли: имперский мастер столкнулся не с обычным врагом, а с одной из древних скрытых опасностей самого сектора покосившегося пика. После этого клан Божественного Ока немедленно отправил мастера Аньюна и других экспертов расследовать место гибели. А Ло Фэн тем временем продолжал свое путешествие по водному домену, даже не подозревая, что вскоре может столкнуться с одной из самых страшных тайн океана Вселенной. Тем временем Ло Фэн уже 30 лет исследовал сектор покосившегося пика. За все это время он почти не сталкивался с по-настоящему смертельной опасностью, хотя прекрасно понимал, насколько ужасным может быть это место. Огромный водопад высотой в десятки миллионов световых лет производил колоссальное давление, а каждая капля воды обладала мощью целой звезды. Даже высшие мастера Вселенной могли погибнуть, если бы весь поток обрушился на них одновременно. Решив приблизиться к главной горе сектора покосившегося пика, Ло Фэн начал серию телепортаций. Однако, оказавшись неподалеку от центральной области, он неожиданно почувствовал странную реакцию крыльев Шиу. Они начали дрожать все сильнее, словно их что-то звало из глубин водного домена. Сначала Ло Фэн подумал, что ему показалось, но чем ближе он приближался, тем сильнее становился зов. Тогда он понял: где-то впереди находится еще один компонент крыльев Шиу. Это открытие мгновенно взволновало его. Еще раньше он подозревал, что его сокровище не завершено полностью, но не ожидал найти недостающую часть именно здесь. Следуя зову, Ло Фэн осторожно углублялся в опасную область. Он не рисковал телепортироваться слишком далеко и двигался постепенно, опасаясь скрытых ловушек. Вскоре он обнаружил огромную пещеру, из глубины которой исходило мощное притяжение. Чем дальше он заходил внутрь, тем сильнее дрожали крылья Шиу, будто пытаясь вырваться из-под контроля. Спустя несколько часов пути Ло Фэн увидел впереди странный световой экран, и именно в этот момент он почувствовал тревогу. В секторе покосившегося пика подобные экраны обычно появлялись только рядом с чрезвычайно опасными сокровищами или смертельными ловушками. Кроме того, если внутри действительно находился компонент крыльев Шиу без владельца, он должен был сам полететь к Ло Фэну. Но этого не происходило. Понимая, что ситуация слишком подозрительная, Ло Фэн решил действовать осторожно. Вместо основного тела он отправил вперед свое тело Моша, идеального разведчика для подобных мест. Тело Моша медленно приблизилось к световому экрану и без колебаний вошло внутрь. Ло Фэн понимал, что отправлять свое настоящее тело в неизвестную область слишком опасно, поэтому первым делом использовал тело Моша, слабое, но идеально подходящее для разведки. Пройдя через первый световой экран, Моша обнаружил второй, затем третий, четвертый и даже 9-й слой. Это сразу шокировало Ло Фэна. По записям человечества, даже появление 3 экранов уже означало рождение невероятного сокровища, а 9 слоев говорили о чем-то совершенно ужасающем. При этом крылья Шиу все сильнее рвались вперед, словно внутри находился их недостающий компонент. Но ситуация казалась слишком странной. Если компонент действительно был без хозяина, он должен был сам прилететь к Ло Фэну. Однако вместо этого крылья лишь безумно реагировали на зов из глубины пещеры. Когда тело Моша прошло 9-й экран, оно мгновенно оказалось в огромном пространстве, заполненном бесконечными световыми лучами, похожими на лезвие. Эти лучи уничтожили тело Моша за одно мгновение. Даже техника домен не помогла. Пространство внутри буквально разрушало время и материю. Но Ло Фэн не собирался сдаваться. Он снова и снова отправлял тело Моша внутрь, пытаясь хотя бы на мгновение увидеть, что скрывается за экранами. После десятков попыток ему наконец удалось разглядеть часть картины. Внутри бушевал гигантский шторм из световых клинков, а в центре пространства находилась огромная пара сияющих крыльев. Они были настолько ослепительными и величественными, что казались ярче триллионов солнц.
Даже сознание Ло Фена едва выдерживало давление этой силы. В этот момент он понял, перед ним, возможно, находится настоящее, абсолютное, истинное сокровище. Но одновременно его мучил другой вопрос. Как такая невероятная пара крыльев вообще может быть частью его крыльев Шу? Впереди Ло Фена ждут невероятные открытия, смертельно опасные тайны сектора покосившегося пика и битвы с могущественными мастерами Вселенной. Но сможет ли он заполучить таинственные световые крылья и выжить в этой смертельной ловушке? Это мы узнаем уже в следующем ролике.